Добрый день, уважаемые инвесторы. Сегодня тема будет не касаться строительства, а несколько других вопросов, более фундаментальных. В принципе, как говорится, от печки, от начала. От начала это вопрос технологии. Зачем, в принципе, мы с вами этим занимаемся? Потому что очень много задают вопросы, особенно люди чиновные, потому что они меряют там кубометрами, километрами, тоннами, мегатоннами, миллиардами, триллионами и прочими вещами. И не понимают. Для них, понятно, производство, когда притащили за бугра станки, нахватали там сырья за бугром, тут сбодяжили, собрали по зарубежным технологиям. Потому что в России, в принципе, уже отучились заниматься разработками за редким исключением. Есть, допустим, сейчас некоторая динамика возрождения станкопрома, это уже наработанные какие-то технологии, наработанные конструкции станков, это товары известны, идет какое-то улучшение. Принципиальных улучшений в области двигателестроений в России практически не наблюдалось. Потому что стандарты, которые были введены, стандарты энергоэффективности Е2, Е3, Е4 были введены уже после развала Советского Союза. И все предприятия, западные, базовые предприятия, ABB, Siemens, AEG, General Electric и прочие, они уже, базируясь на своем производстве, базируясь на знаниях опыта, на опыте своем, они стали разрабатывать энергоэффективные двигатели. Зачем это необходимо? Дело в том, что мы уперлись в некий предел. Как раньше пели, кончилось пространство, куда еще ты, комсомолец, прешь. Да? Вот. Поэтому было ясно, понятно, что наращивание потребления энергоресурсов ставит все больше и больше зависимость от России, от арабских стран, там, где, собственно говоря, месторождение этих энергоносителей. Поэтому они и начали разрабатывать двигатели энергоэффективные. То, что было создано ими, да, показывает высокий класс энергоэффективности. Но эти двигатели стали больше по размеру и намного дороже. Почему? Применяется более качественная электротехническая сталь, больше меди укладывается и так далее. Они пошли по этому пути. Мы же пошли по пути применения новых обмоток, совмещенная звезда с треугольником, так называемые совмещенные обмотки. И все наши работы показали, что мы достигаем тех же самых показателей, но не за счет увеличения расхода материалов и увеличения стоимости, а наоборот, за счет снижения. И вот тут встал вопрос, хорошо, мы показали это, сделали, десятилетиями это демонстрировали, сотни тысяч двигателей, перемотчики, обмотчики сделали, дальше что? Нужно производство. Вот и вопрос. Прийти на предприятие, которое занимается производством двигателя, в основном сейчас с Китая возят, потому что в России стагнировало производство асинхронных двигателей. И приходишь и говоришь, давайте будем производить. Она говорит, ребят, нам надо переделать всю документацию, нам надо переделать технические условия. Колоссальнейшая работа, кто за это заплатит? Собственнику это даром не надо. В принципе, двигатели так покупают. И вроде бы промышленность у нас сильно не растет. Зачем это надо? И все попытки что-либо сделать на этом пути, к реальным успехам не приводили. Вошли в Сколково с проектом, да, получили мы заключение о том, что наш патент, один из патентов, коих у нас очень много, десятки, этот патент на эти обмотки признан перспективным изобретением Российской Федерации.
И вот получилось так, что технология хорошая, все хорошо, но чтобы начать производство, нам надо перепроектировать порядка 10 тысяч двигателей. Кто это будет делать? Некому. Поэтому надо было создать предприятие, которое было бы способно это сделать, которое бы имело компетенции, имело бы права, юридические права на право производства этих дел, имело технологическую базу, ну, весь комплекс всего того, что необходимо. И так появился этот проект. И он базируется на очень-очень многих испытаниях. Был опубликован нами справочник по обмоткам совмещенным, кое мы предлагаем к реализации, и все наши лицензированные обмотчики имеют эти справочники. И сейчас спрос к этим справочникам не стихает, скажем так. Те предприятия, которые занимаются двигателями, ремонтом, они покупают не по одному справочнику, чтобы сотрудники работали. Вот. Ну и мы начали с вами создавать вот это предприятие. А тут начала меняться ситуация. В мире 2 года идет у нас специальная военная операция. Очень много поставок закрыто. И предприятия оказались в ситуации, когда у них есть уникальные электрические машины, которые раньше поставлялись из-за рубежа по заказу. А сейчас все, поставки закрыты. И даже раньше эти двигатели делались по спецзаказам, а сейчас вообще никак. И что им делать? Приходят к нам. И оказалось так, что все то, что мы с вами сделали, стало востребовано. Точно так же случилось и с тяговыми двигателями для электротранспорта, которые поставлялись, в частности, из Германии. И их надо осваивать, делать здесь. Но для того, чтобы делать здесь, нужна документация. А эта документация – это не только чертежи, да, ну вот мы с вами смотрим на компьютере, там чертежи есть, но нужны еще и технические условия, нужны лаборатории, потому что предприятие, даже если оно начнет делать, да, ну как, надо поверять все это дело, потому что для того, чтобы получить сертификат на право производства этих двигателей, нужно соответствовать целому ряду требований. Кто это сделает? Мы сейчас, вот на последних этапах завершения строительства, мы уже это делаем. Плюс ко всему, вот чисто традиционно сложилось так, что вот в отношении тяговых двигателей, двигатели заказывают, вот мы хотим делать электромобиль, вот сделайте нам двигатель. Электромобилисты думают себе одно, двигатели-строители думают себе другое, и в результате получается корова с седлом. Извиняюсь за выражение, я не хочу ничего сказать плохого о тех разработчиках тяговых двигателей, которые на сегодняшний день, спасибо им огромное, обеспечивают мировую промышленность своими двигателями. Но возникает интересная ситуация, что мы с вами лечим, создавая эти двигатели, скажем так, по аналогии со здоровьем, лечим симптомы заболевания, но не болезнь саму. С чем это связано? Это связано, что когда делается двигатель, электромашиностроители исходят из своего понимания электрических машин. И они делают машины. Вот к нам пришли двигатели, мы в чате номер 1 фотографии выкладывали, мы сейчас меняем обмотки, ставим свои туда, для того, чтобы повысить их энергоэффективность, но в то же время у эксплуатационщиков начинают задавать вопросы, из-за чего двигатель выходит из строя, как это происходит. И выясняем, что целый ряд проблем. И эти проблемы, в принципе, однотипные, и отказы однотипные. Но разработчик двигателя, в данном случае немцы, двигатель выполнен великолепно. Ничего не скажешь, с электрической точки великолепно. Но с эксплуатационной он ни к черту не глушит.
Большинство отказов, так как двигатель с водяным охлаждением, большинство отказов приходится на протечку рубашки охлаждения. Как только происходит протечка, двигатель выходит из строя. Двигатель имеет датчик температуры от перегрева. Ребята, а что мешает сделать датчик влажности, да? Когда еще поток туда не хлынул? А что такое датчик влажности? Ну, это вот кусочек платы, стеклотекстолита, на котором два проводничка электрически не связанных, идущие параллельно друг с другом. Это может быть кольцо на статоры положено, которое подключено к электронике. Как только влажность повышается, сопротивление меняется, отключается. Первая проблема снята. Вторая проблема, почему выходит из строя статоры двигателей, это разрушение подшипников. И все говорят, надо ставить керамические подшипники, там прочее, прочее. Но, коллеги, это симптоматика. Диагноз совершенно другой. В чем этот диагноз? Мы вот делали для ребят, которые занимаются транспортировкой муки, двигатели, они стали меньше греться, они говорят, о, у нас теперь раньше мы раз в неделю подшипники от муки очищали, потому что их клинило, сейчас мы стали раз в 2 месяца чистить. Почему? Потому что двигатель нагрелся, остыл, нагрелся, остыл, и пыль, мука, собственно говоря, попадает в подшипник, его штыбует, и он клинит. И вот в этом двигателе тягом, чтобы до этого не доводить, чтобы его не клинило, не проседал он там, и ротор не начинал задевать за статор, нет никакой проблемы поставить кольцо на изоляторах, до которого бы шло от вала с зазором 0,1 мм. Потому что рабочий зазор 0,3 мм. Поэтому, как только подшипник начинает проседать, сразу начинает задевать, возникает электрическая цепь, система отключается. Поэтому вы можете сделать профилактику двигателя, не доводя его до выхода из строя. Но ведь те ребята, которые разрабатывали двигатель, они далеко от эксплуатации и этих моментов не знают. Поэтому чисто конструктивно это надо закладывать, а мы это знаем. Поэтому двигатели надо перепроектировать. Если мы говорим об импортозамещении, мы должны все это заложить в этом двигателе, который будет импортозамещен вместо немецкого. Но, извините меня, нужна документация на все это дело. Кто ее сделает? Мы. Есть другие организации? Ну, не знаю, не видел. Но и надо понимать еще одну такую вещь. Почему-то, кто делает двигатели внутреннего сгорания, прекрасно понимают, что ДВС дышит. Вот дышит, по-настоящему дышит. Поэтому для дыхания, для того, чтобы был воздухообмен, там стоит сапун. Эти сапуны на танках стоят, везде стоят, на боевой технике. Но у нас же движки электрические тоже дышат. Тяговый двигатель идет под нагрузкой, нагрелся, потом остыл. Но когда он остывает, он втягивает воздух внутрь, через все уплотнения и так далее. Но, как правило, это подшипники. И в подшипнике затягивается все это. А потом назад нагревается, он начинает назад давить, и все это опять-таки идет в подшипники. В результате подшипники выходят из строя. Поэтому что проще? Поставить сапун, установить. Но, извините меня, сапун – это тоже конструкция, это надо разработать документацию, сделать, надо провести испытания, надо показать, сделать все это, да, и сертифицировать. Это работа. Кто эту работу будет делать? Мы можем делать. Другие предприятия, те, которые занимаются выпуском, у них есть своя документация, инженеры, которые занимаются, великолепнейшие инженеры, но они занимаются серийным производством. У них нет людей, которые бы они вот посадили, они могли там длительное время заниматься разработкой. Непозволительная роскошь при серийном производстве, потому что там уже так отжато по себестоимости все, что ну ничего не сделаешь. И плюс ко всему, это надо делать новую оснастку, дополнительную, вернее, оснастку. Кто ее разработает? Опять-таки должны быть технологи, должны быть конструктора. Где это? У нас есть. Где еще есть? Вот не хочу говорить, какой завод, сталкивались, когда там попытались импортозамещение сделать, один из обмотчиков поделился этой информацией, там приварили вал, удлинили, приварили косо, но завод именитый. Почему? Да не заточены они такие вещи делать. И так далее.
И вот поэтому сложившаяся ситуация, которая сейчас сложилась в экономике Российской Федерации, требующая импортозамещения, требующая оперативного решения по уникальным электрическим машинам, привела к тому, что к нам идут, постоянно обращаются: ребята, надо это, надо это, надо это, и буквально по двое-трое переговоров в неделю у нас происходит. И с чего это начинается? Начинается с того, что двигатель попадает к нам. Мы смотрим его, рассматриваем, снимаем с него основные размеры, делаем чертежи, исходники, собственно говоря, да? А потом уже дальше начинаем над ним работать и начинаем делать свои двигатели, образцы своих двигателей. Вот, в частности, сейчас могу показать, вот видите, тут вот целый ряд пластин, вот на экране тоже. Это двигатель, разработкой которого мы занимаемся. Причем это не чисто разработка такая, что мы с головы придумали. Нет, мы взяли за основу импортный двигатель, тот, который надо заместить. И вот когда мы берем этот двигатель, размещаем там свои обмотки, после этого спроектированная пластина, вот эта вся электромагнитная система, она отправляется на расчет и анализ, делается модель, и в системе ANSYS Maxwell, программа Maxwell, фирма ANSYS, мы ее моделируем методом конечных элементов и смотрим, как ведут себя поля. Проверяем обмоточные данные, и только после этого, после проверки уточнения всех размеров, мы делаем вот такие пластины. Точно так же корпуса, точно так же это касается и других машин. Вот оператор, поверни, пожалуйста, вот сюда, да? Вот, видите, допустим, вот лежат 3 двигателя, это уже, в принципе, можно сказать, небольшие партии. Это двигатели для вентиляторов, винтов привода, это, скажем так, квадрокоптеры. Ну, если для сравнения, чтобы было понятно, я вот положу вот такой штангенциркуль, да, вот. Понятно, что было, да, вот тут линеечка, да, сколько вот тут 200 с лишним миллиметров, да. А мощность этого двигателя всего лишь навсего 60 киловатт. Я вот могу взять спокойно, да, повернуть. И вот этот двигатель сделан на основе 318 колобка. Рассчитаны все эти пластины, все под, в принципе, совмещенные обмотки. В то же время выполнить чертеж – это одно, а выполнить это в металле – это совершенно другое. Для того, чтобы это выполнить, надо соответствующее оборудование, чтобы было собрано. Потому что одно оборудование – это для серийного производства, когда надо с минимальной себестоимостью, а совершенно другое оборудование, когда надо сделать образцы двигателей, для того, чтобы потом можно было перейти к серийному производству. И помимо оборудования нужно понимание, как это делать. Вот, допустим, как сделать так, чтобы была полная соосность подшипника, вот здесь оси подшипника с осью пакета, для того, чтобы ротор у нас с вами вращался с равномерным зазором. Для этого надо понимать, как это сделать. Второе, это надо иметь необходимую оснастку, с помощью которой ты можешь собрать это, да? И необходимо специалистов иметь. И все это здесь. При этом надо четко понимать, что люди, которые трудятся на серийном производстве, у них есть норматив по времени, сколько он должен сделать, и расценка. Потому что там уже все отработано. Отрабатывается это здесь. А вот когда делаются первые образцы, важно разработать, как потом будет работать человек, выпускающий серийную продукцию. Сделать для него оснастку и при необходимости сделать станок. И вот если мы сейчас опуститесь вниз, да, вот камера, вот стоят оснастки. Да? Вот эти вот оснастки служат для сборки определенных пакетов. Если мы с вами посмотрим вот сюда, вот тоже есть оснасточки, лежат для сборки. Даже вот есть и такая оснастка. А эта оснастка уже для чего?
Вот для таких вот вещей, да, вот она, это вещица, да. Вот это вот произведено тоже в оснастке. Это радиаторы для углошлифовальных машин. Это для 2100, а это для 2500. Так вот, в этих радиаторах надо делать отверстие, нарезать резьбу. Где это делается? Вот. Это многошпиндельное сверлильное приспособление, которое одновременно сверлит сразу набор отверстий. Зачем это нужно? Для того, чтобы получить эту деталь с минимальной себестоимостью. Но это прототип устройства. Почему оно нужно? Да потому что если мы можем, да, поставить человека, который бы на сверлильном станке все это размечал и сверлил, но у него производительность будет очень низкая. Себестоимость вот этой штуки будет очень высокая. Да, можно делать, допустим, этот радиатор из пластины, вот подрезая, да, вот тут видно, да, так специальный инструмент ходит. Но это очень длительно и дорого. А это вот экструдером давится. Сразу по всей длине, быстро нарезается с минимальной себестоимостью. Вот этот, он в разы дешевле, чем этот. Поэтому надо отработать ту технологию, которая позволяет делать деталь с минимальной себестоимостью. И при этом, чтобы при производстве этих деталей в составе себестоимости как можно меньше было зарплаты и налогов. Поэтому, чтобы основная часть себестоимости, основной состав был материал. Вот тут как раз и получается. Но для единичных такое не сделаешь. Поэтому первые радиаторы мы, естественно, делали методом фрезерования. Пойдемте дальше посмотрим. И вот давайте подойдем вот к этой детальке. Это вот основа вот тех намотанных уже готовых статоров. Вот сделана заготовка. Здесь, ну, тут кольцо еще не закреплено. Значит, кольцо кладется для того, чтобы не прорубывалась пазоизоляция при формовке лобовых частей. И вот все это, вот эти все детали, они делаются пока сейчас в единичных экземплярах. И мы здесь дальше отрабатываем, что если возникает вопрос о массовом производстве таких деталей, значит, вот это надо будет уже не точить, а отливать. Можно даже методом горячей штамповки делать с минимальной механической обработкой. Точно так же вот для подключения обмоток делаются вот такие вот сборные шины. Их производство тоже надо делать не на лазере, а другими способами. И это уже отрабатывается, когда есть понимание, что нужно делать серийное производство. В единичных экземплярах для подтверждения теоремы существования и снятия характеристик делается, мы будем говорить так, рукопашно. И вот теперь сравним вот то, что здесь у нас лежит. Вот сейчас я покажу вам. Это то, что было раньше. Кто помнит, это вот 318-й колобок. Это вот прародитель всего того, что мы с вами увидели. Вот оно лежит, да? Вот этот статор этот. Все видели, это на выставках было показано, и у Виктора Арестова было в Германии, это и в Монако это представлялось. Это вот прародитель того, что мы с вами сейчас видим. Но и если посмотреть технологичность этих деталей, ну, то уже небо и земля. Пойдемте посмотрим дальше. Вот это вот, да, вот оборудование, станок, мы уже об этом говорили. Это вот дальнейшее продолжение нашего разговора для того, чтобы изготавливать уже эти детали с минимальными затратами. Что он делает? Он устанавливает пазовую изоляцию. Вот в эти вот отверстия, вот здесь, в пазы. Он из обычной ленты, изофлекса, вот такая вот лента с рулона, он нарезает и изготавливает пазовую коробочку и вставляет. Заменяя труд человека, и получается, что вот таких аппаратов один оператор может обслуживать несколько штук. Ну а в принципе, если мы включаем сюда манипулятор-робот, который будет менять и устанавливать пакеты, то оператору остается ставить бобины
с изофлексом. Это уже совершенно другая категория. Пойдемте дальше. И вот мы пришли к двигателю электробуса. Вот он. В этом двигателе уже демонтированы его штатные обмотки и уложена совмещенная обмотка. Уже славянка положена, да? И мы видим, что этот двигатель снабжен водяной рубашкой. Хорошо это или плохо? Ну, я бы сказал, ничего хорошего в этом нет. Потому что это опять-таки тот технологический тупик, который вытекает из обычного восприятия. Тех, кто делает электрические машины, и тех, кто делает двигатели внутреннего сгорания вообще автомобиля. Вот давайте подойдем сюда. Вот хотелось бы показать вам такую вещь. Вот это двигатель француз бывший. Француз там у нас лежит, да? А это уже наши детали. Это уже заготовка на корпус сделана. Видно, что здесь, я вам на столе показывал, пластина разработана. Вот сейчас тут проверяли по посадке все это дело, да? Все нас удовлетворяет. Идет процесс изготовления сейчас пакета, который потом будет здесь размещен. И первые двигатели всегда надо делать, всегда приходится делать вот таким вот образом. Вручную, мало производительным оборудованием, но достаточно универсальным. Для серийного производства нужно совершенно другое. Пойдемте дальше. Зайдем. И вот мы оказываемся в ситуации, когда двигатель уже изготовлен. Да, что мы с вами изготовили? Мы не знаем. Какие параметры? То, что мы с вами думали, получили мы это или нет, мы не знаем. Для того, чтобы узнать, что же мы в итоге получили, нужна лаборатория. Причем, если на заводе нужна лаборатория, которая бы, так называемый отдел технического контроля, который бы контролировал операции отдельные, то у нас лаборатория уже несколько иная. Вот сейчас можно наблюдать одну вещь. Вот установлен у нас ротор, который мы здесь залили нашим оборудованием. Это вот тем же двигателем 60 киловаттным. Да? Вот сделана такая оснастка. Идет проверка качества проливки стержней беличьей клетки. Вот стоят у нас готовые ротора отлитые, которые потом пойдут в обработку и пойдут для изготовления всего ротора привода винта. Отвлеклись. Вот лаборатория, в которой мы проверяем, а что же мы получили в итоге, какие характеристики электрических машин. В частности, сейчас идет испытание двигателя, который Лоба Андрей привез сюда. Вот идет его испытание двигателя в условиях с принудительной вентиляцией. И потом на выходе мы имеем электрические параметры. Те параметры машин, которые были получены и выданы реальной электрической машине. И дальше мы принимаем решение, а что, либо мы ее дорабатываем каким-то образом, либо можно говорить, что эту машину можно запускать в серию. Значит, можно разрабатывать специальное оборудование, которое позволило бы все детали и всю эту машину изготавливать с минимальной себестоимостью, для того, чтобы и потребитель мог ее приобрести, и тот, кто производит, мог на этом деле заработать. Осторожно, сзади. Вот поэтому и необходимо такое предприятие, как ПКТБ наше, которое бы все эти работы могло выполнить и уже бизнесу
дать готовые линейки, на которых они бы свободно могли бы производить продукцию, удовлетворять потребности людей, ну и зарабатывать на этом. Теперь насчет водяного охлаждения. Почему я вот про него так отозвался слегка нелестно. А все очень просто. Смотрите, мы традиционно привыкли охлаждать двигатели внутреннего сгорания. И вот представляем, что мы едем по улице, у нас температура на улице, ну, скажем так, 30 градусов по Цельсию. Для того, чтобы система охлаждения, водяная система охлаждения работала, ну, в радиаторе должно быть где-то 80 градусов по Цельсию. Иначе она работать эффективно не сможет. Но вода циркулирует, соответственно, наружу на улице воздух 30, 80, все охлаждается. Но тогда в двигателе сколько у нас температура? Ну, 100-120 градусов это в обломках. Почему? Мы идем по классической схеме. Какая схема у нас запатентована? Тесла потом после нас запатентовал, Тесла запатентовал, сказали, что это их изобретение, но у нас патент раньше. Мы предложили сделать, скажем так, кондиционер наоборот. Мы берем холодную часть, охлаждающую, хладон циркулирует вокруг электрической машины, а горячая часть на воздух идет. Поэтому у нас тогда получается в радиаторе 120 градусов Цельсия. Мы можем тепло отдавать как на улицу, так и для обогрева зимой. А в двигателе у нас будет, ну, плюс 15 градусов по Цельсию. Ну, чтобы только роса не выпадала. Но если тут у нас в двигателе было 100-120 градусов, а учитывая высокий температурный коэффициент сопротивления меди, а у нас здесь 15 градусов плюс 15, ну, в обмотках будет выше, конечно, там где-то плюс 25-30, но сопротивление этих обмоток будет намного меньше, чем здесь. А это значит, двигатель будет меньше расходовать энергии на движение. У нас удельный расход электроэнергии на единицу пути на километр будет ниже. Вот поэтому я говорю, что у нас на сегодняшний день тяговые двигатели, их можно условно назвать тяговыми. Мы взяли и приспособили то, что у нас есть, то, что можем. А специально спроектированных машин у нас практически нет. Поэтому нам надо проектировать двигатель, который имеет датчик влажности от протекания, который имеет датчик просадки подшипника. И даже не по вибрациям надо это мерить, вибрация это отдельная тема, а именно вот по просадке подшипника, потому что это дешевле намного. Двигатель должен иметь сапун, который бы обеспечил у него, ну, нормально воздухообмен, чтобы он не происходил через подшипники, а шел через сапун, где очищался воздух от лишних примесей и выводилось тепло. И, соответственно, рубашка охлаждения должна быть не вот под воду, а совершенно под другие вещи, ну, под фреоны, хладоны там и так далее. Да? При этом решается тогда вопрос отопления, отвод лишнего тепла зимой для цели отопления, и лучше отдается тепло наружу при высоких уличных температурах. Но это касается же не только все это вот, тяговых двигателей. Берем другой двигатель. Вот, скажем, двигатель для углошлифовальных машин. Классический двигатель, у него там коллектор, вращающееся соединение, которое скрыт, пылит. Ну и пожароопасно, соответственно. Ну и при условии работы в пыль, ферромагнитная пыль забивается. Вот наш двигатель. Да? Для той же самой УШМ. Ну, ясно, понятно, что тут никаких щеток. Процесс изготовления ротора, там якоря, у нас ротор намного проще. И вот, в принципе, у нас вот это вот все, да. Вот он весь двигатель, нету никаких щеток здесь. И вот 3 конца подсоединяются к контроллеру, и получается УШМ. Потому что, применяя нашу технологию, мы улучшаем потребительских качеств. Делаем профессиональный инструмент. Ну, вот они упакованы, УШМ-ка видно, да? Уже на нее есть сертификат на серийное производство. И мы будем осваивать его производство здесь, как свое. Потому что мы
ориентированы не только на выполнение заказов для сторонних заказчиков под уникальные двигатели, но еще на свой массовый продукт. Почему? Потому что рынок – это такая форма взаимоотношений людей, которая не приемлет слабости. Там надо быть сильным, и ты не имеешь права себе позволить зависеть от одного потребителя. Поэтому ты должен быть достаточно независим для того, чтобы проводить свою политику, для того, чтобы зарабатывать. Да, удовлетворяя нужды и потребности людей, ты должен зарабатывать в интересах участников проекта, всех вместе взятых. Вот. Поэтому вот такую разработку сделать в условиях действующего производства, которое занимается производством углошлифовальных машин, невозможно. Потому что для этого нужно совершенно другие люди, другие специалисты. И они здесь кто обучается, кто привлекается. Собирается именно такой коллектив формируется. Поэтому не только стройка здесь важна, но еще и не только технологическое оборудование, но еще важны специалисты. Кто у нас готовит этих специалистов? Я не знаю. Если по электронике есть что-то, то, как правило, вот, допустим, из моего опыта, программисты и схемотехники – это люди, которые самообучались, как правило. Ни в каких, ну, я не знаю, в каких институтах схемотехники учат. Ну, так, в общих чертах, да. Ну, программирование еще куда ни шло, но, как правило, программисты растут сами. Это от природы человек, вот, имея определенные навыки, определенную харизму, определенный характер, он это делает. Вот. И как это можно собрать в условиях предприятия, которое там длительное время работало, я не знаю. Оно заточено под другое, и там уже определенный менталитет, определенный склад ума, определенные подходы, определенная технологическая оснастка, оборудование, которое не так-то просто поменять и затратно, потому что они делают бизнес на конкретном изделии. Здесь же другая задача. Вот вам пока хочу показать еще одно решение. Не обращайте внимания, что здесь вот такое состояние. Тут сейчас ведется монтаж вентиляции. Вот такое приспособление у нас, да, сделано. Для чего оно нужно? Вот, казалось бы, не совсем обычная вещь, да? На самом деле она нужна, сейчас пойдемте покажу для чего. Там тоже надо было поломать голову немножко. Но тем не менее сделали. Это нужно для того, чтобы внутри корпуса нарезать паз, поставить шпонку и чтобы зафиксировать сердечник. Вот этот пакет зафиксировать относительно корпуса. Кстати, всем, кто занимается намоткой двигателя, я хотел бы показать одно решение, потому что часто бывает задача, нужно мотать в несколько проводников, их ставят там на палку, либо еще что, катушки разные, вес разный, провод натягивается, рвется. Мы же делаем как? Вот сюда, в эту банку, у которой отрезано дно, устанавливаем катушку, провод по трубке выходит вот сюда на намоточное приспособление, и вот через эти вот группируется и уже мотается без всяких проблем. Нас. Поэтому делимся опытом, перенимайте, делайте, я думаю, это вам послужит пользой. Поэтому вот такие приемы, их надо разрабатывать, их надо отрабатывать, и их надо внедрять и ставить на те производства, на которых будут делаться новые двигатели с новыми классами энергоэффективности, на которых мы с вами сможем зарабатывать, и наши заказчики тоже. Пойдемте еще одну вещь покажу. То, что было раньше невозможно, сейчас вернемся в лабораторию, что раньше оказалось невозможным, а сейчас стало реальностью. Мы уже часть двигателя испытания провели.
Но тем не менее, вот смотрим. Двигатель 1,5 киловатта. Это двигатель нами сделанный. И вон двигатель асинхронный, который тут стоит, тоже 1,5 киловатта, со стандартными обмотками. Ну, это донор, Урал-Электро, да. Вот, кстати, прототип, тоже радиатор. Ой, улетел. Сейчас, извините. Значит, что особенного в этом двигателе? Внешне ничего. Но я могу здесь же поставить рядом. Ну, в принципе, один в один двигатель, но он будет уже иметь мощность 18 киловатт. Почему? 18 киловатт. Тот же самый двигатель, абсолютно. Разница в чем только, что этот работает на 50 Гц, а тот на 600 Гц. В 12 раз выше частота. Все говорят, вал порвет. Ребята, не порвет от частоты, момент не увеличивается, а увеличиваются обороты. И вот смысл, мы берем 50 Гц, вот берем, где контроллер у нас, да? Сейчас. Контроллер, да? Делаем, ставим вот такую вот машинку, вот она, контроллер, да? В нем выпрямляем 50 Гц, получаем постоянный ток, из него на выходе получаем опять 50 Гц. Ну да, мы там управлять в какой-то степени двигателем можем, но смысл, ребят? Ну давайте следующий шаг сделаем. Переведем на более высокую частоту. Мне говорят, да, есть в авиации там на 400 Гц, это советских времен. Есть, пожалуйста, но там используется сталь толщиной 0,1 мм, пермаллоя, все это очень дорого, очень нетехнологично. А у нас обычная электротехническая сталь. Вот взяли двигатель, перемотали, 600 Гц дали, запустили. Поэтому получается у нас линейка двигателя, один и тот же двигатель, 50, 100, 150, 200, 250 и тогда 600. Зачем это надо? Ну, смотрите, насос 50-герцовый, 3000 оборотов мы больше не дадим. Улитка там сделана какая-то там. Все это металлоемкость. А теперь тот же самый насос, но на других частотах. Особенно, когда 2-3-ступенчатый, мы делаем на высоких оборотах одноступенчатый. 2 ступени, но металла намного меньше, значит себестоимость меньше. Для коммунального хозяйства, для всех остальных. Для техники, для целого ряда направлений, где можно применять. Потому что эти частотники позволяют высокую частоту давать. Но самое интересное, почему этого раньше не делали? Потому что при классической схеме потери в стали намного выше, и поэтому там только до 100 Гц. Вот сейчас, Александр Юрьевич, сколько? 300 Гц прошли уже испытания машины? Сколько? 200 проходили. 200, 250 закончили? Еще не закончили. Ну, вот сейчас серия испытаний, потому что каждый двигатель испытывается, неделю, да, вы испытываете или больше? В районе одной недели, да, поэтому, за месяц, 3 двигателя можно испытать. И на все эти двигатели протокольчики, соответственно, можно ознакомиться, какие характеристики, и разработчики могут брать эти двигатели уже для той продукции, которую они разрабатывают. Можно было ли раньше это сделать? Нет. Почему? Потому что просто взять и разработать такое, зачем, спрашивается. А когда у тебя есть возможность заказывать такие двигатели, ты что можешь делать? Ты можешь заказать двигатель и поставить свое изделие. Ты можешь насосы переделать, сделать другие механизмы, где не надо там громадные двигатели ставить, потому что 18 киловатт по сравнению с этим там, ой-ой-ой, какой большой. А это меньше. И, соответственно, себестоимость этого двигателя практически такая же, как 1,5 киловатт. Можно и на двигателе зарабатывать, можно и на изделиях зарабатывать. Как было это раньше сделать? Никак. Теперь это становится реальностью. Поэтому мы с вами рождены для того, чтобы идеи сделать были. Всем спасибо. Знакомьтесь с проектом, участвуйте в проекте, задавайте вопросы, что неясно было, что непонятно или сумбурно. Есть Александр Сударев, задавайте, ответим. Расскажем, разжуем, потому что, в частности, у нас, как говорят, военные всегда готовятся к прошедшей войне. И только ввязавшись в новую войну, они начинают чесать затылок, потому что пуля, она учит очень хорошо, с ней не поспоришь, со смертью вообще никто не спорит.
Чиновники, ну, живут в своем детстве, наверное, или в каком-то измерении у них свое представление о жизни. Не так-то просто адаптируются, но вот они привыкли вот так жить, да? Они находятся в хорошей парадигме, решают текущие задачи. Вообще чиновники предназначены для обеспечения функционирования государства, жизнедеятельности городов, и технологические инновации – это не их профиль. Поэтому спасибо им за то, что они поддерживают городские инфраструктуры, спасибо за коммунальные условия, за то, что транспорт и все остальное. Они обеспечивают все это, колоссальнейшую работу делают. Но вот эти вещи должны делать инженеры. Если мы посмотрим, у нас был Устинов Дмитрий Федорович, да, министр обороны. При нем, он инженер был, при нем было созданы все новые виды вооружений, включая цирконы, благодаря ему. Да? Поэтому вот такие направления должны создавать инженеры. Должны быть инженеры. Да? Поэтому, ну, есть экономисты, юристы, это отдельная песня. Вот экономисты, они должны заниматься серийным производством. А вот такие разработки должны делать инженеры, и они находятся на своем участке фронта за ресурсы, за качество жизни, за все остальное. Мы с вами в передовой головной колонне. Спасибо. Всем берегите себя, всем хорошего. До свидания.